Привет, с вами Алена, и сегодня давайте-ка разберемся в трендовом дизайне, так ли он хорош на самом деле. Я пропустила момент со снятием и опилом, просто пока вы смотрите, как я обрабатываю кутикулу, я скажу, что же мы собираемся делать. Мы хотим сделать то самое популярное, быстрое и простое омбре под молочным гелем или под молочной базой. Выглядит действительно все просто, и хочу сказать, что и делается также какие-то супер навыки для того, чтобы сделать этот градиент, совершенно не нужны. Ну, разве что кисточка удобная, и то даже здесь я бы сказала на любителя, и даже кисточку можно сделать самим. Но я хочу сказать, что когда делаешь такой дизайн, как-то не задумаешься о том, а что же потом? Что будет потом, когда эти ногти надо будет снять? А я вот на днях такие ногти, не конкретно эти, но похожие, по тому же принципу сделанные, я снимала. И знаете что? Это не сильно удобно, потому что, напомню, что для того, чтобы выполнить эту растяжку под молочный гель, нам нужно будет базу нанести очень-очень тонким слоем. А это значит, что цветник у нас будет максимально близко к ногтевой пластине. И вот тут, конечно, будут сложности, тут есть опасность с перепилом, можно увлечься и травмировать ноготь. Обратите внимание, сейчас на ногте видно, как всегда, то, чего не было на самом деле. Из серии, знаете, снимаешь на видео и вроде как смотришь на палец, классно, все хорошо, чисто. А потом начинаешь просматривать и думаешь, обалдеть, просто гель отслойками идет и так далее. Короче, хочу сказать, вот это вот коричневые на ногте остатки геля, это остатки американских ногтей. Короче, снимать их реальная пытка, но все равно они мне нравятся, они имеют место быть. Вот, я сейчас уже дорабатываю остаточки, и мы пропитаем все праймером, допилим лишнее, все будет нормально. И вот сейчас по поводу дизайна. Я выбрала неоновые оттенки, сейчас очень модно все вот эти неончики выбирать, и я взяла плотненькие желтые и розовые. И теперь начинаю наносить. Что нужно сделать? Первую часть мы наносим от кутикулы и растягиваем кисточку, а вторую, соответственно, будем от свободного края наносить. Как видите, это делается очень-очень просто, но здесь есть нюанс. Нужно обязательно по бокам проверить, что все встанет как нужно. Вот здесь я дорабатываю тонкой кистью, потому что если этого не сделать, при повороте ноготочка на бок будет, видно нечистый уголочек такой. Поэтому, так как я уже на этом деле, так скажем, накололась однажды, я теперь отсматриваю, как же у меня все по бокам выглядит. Поэтому вопрос, так ли прост этот дизайн. На самом деле есть нюансы, как и везде, наверное. В общем, дорабатываю я здесь тонкой кистью, хотя, наверное, вы знаете то, что я не очень люблю именно в зоне кутикулы работать тонкой кисточкой. Обычно предпочитаю выбирать скошенную или плоскую кисть для таких целей, но в данной технике подобный метод просто не получится применить. В общем, ладно, закончили страдать с розовым, просушили. Это важный момент, не просушите, все перемешается, будет грязюка. Закончили с розовым, мы переходим к желтому. Напомню, что тонким слоем была нанесена только база. Никакого выравнивания нет. Если вы сделаете выравнивание, сверху будете вот эту кутюрьму наносить, у вас будут толстые ногти-лепехи. Вот, и здесь желтый уже повел себя немножечко по-другому. Он не такой плотный, как розовый, как видите, растягивается, не очень-то, нормально растягивается, не так, как хотелось бы, хочется, чтобы все идеально было с первого раза, а нет. Но, несмотря на все это, даже вот такой грубой, непонятной растяжки нам будет достаточно для того, чтобы добиться вот этого эффекта. Единственное, что я прокрашиваю еще больше желтым, потому что я хочу, чтобы кончик был максимально желтенький. Я специально не стала обрезать процесс, хочу показать, насколько муторно делать этот очень простой дизайн, как все говорят. Но это один из вариантов, и прошу заметить, что ногти здесь немножко трамплины, и такая архитектура, конечно, вызывает сложности. Дальше у меня молочная база с розовым подтоном. Она практически белая, если честно, смотрится всегда белесый, но такой чуть-чуть розоватый пигмент в ней присутствует. Наношу тонким слоем и выкладываю, как обычно, то есть так, как я бы выкладывала это все дело при выравнивании. Здесь все стандартненько, ничего нового. Единственное, что смотрим бочка, все промазываем, и дальше нужно будет перевернуть
и посмотреть, чтобы все наши там блики и вся архитектура были на месте. Конечно, если не получится этого с первого раза, то тогда можно опилить немножко ноготь. В принципе, по-моему, как я и сделала в этом видео. Да, так все и было. Ну и дальше просто перекрываем топом. Ну и я брызнула немножко водички для красоты. Но хочу сказать, что с трамплинами это было чуть сложнее, чем обычно. Ну и все. С вами была Алена. Всем до новых встреч. Пока-пока. Ставьте лайки, не забывайте подписываться. Напишите, как вы снимаете такие ногти. Это мне особенно интересно.